Дорогие друзья, в жизни каждого из нас были случаи, когда человек, с которым у нас были отличные отношения, с которым мы дружили чуть ли не с детства, который нас очень жалел в трудную минуту, пытался успокоить, утешить, очень переживал за нас, интересовался нашей судьбой, нашей жизнью, давал советы как друг, да. Ни с того ни с сего, как только мы чего-то начинаем достигать в этой жизни, начинает менять свое отношение к нам. Может нагрубить, может хамить, может нас удалить из одноклассников или ВКонтакте, где вы есть, да. Может из другого профиля какую-то глупость написать или гадости про вас. Можете вы ни с того ни с сего узнать, что этот человек за вашей спиной обрисовывает ваш такой страшный портрет, значит, представляя вас настолько гулящей, распущенной, опущенной женщиной, что у вас будет ужасный шок, вспоминая, как этот человек просто вас защищала, настолько была близка к вам духовно, и вы считали практически или братом, или сестрой, да, или старшим другом, или младшим другом, неважно. Но этот человек был близкий к вам. Даже, может быть, человек окажется из ваших родственников. Почему это происходит вообще? Что человек, который вас так любил, как бы показывал вашу любовь, то есть свою любовь к вам, такое вот отношение хорошее, такое, так вас жалел в трудную минуту, лелеял и прочее, ни с того ни с сего начинает относиться к вам вообще непонятно. То есть раздражает его все, что с вами происходит. Вместо того, чтобы радоваться вашему успеху, он стал к вам относиться очень холодно, порвал отношения, не берет трубку. В общем, непонятно, что происходит, да? Вот всему этому есть элементарный ответ – зависть. Зависть на самом деле это не черта характера, как было принято считать много тысячелетий, что зависть, злость, там, любовь и прочее – это просто черта характера человека. На самом деле зависть – это психическая болезнь. Это действительно болезнь, это реальная болезнь, и эта болезнь мучает человека, до того мучает, что человек готов на очень страшные поступки, лишь бы заглушить этот голос своей психической неуравновешенности внутри. Что происходит? Более всего на этом свете нас жалеют люди завистливые, если вы заметили, в трудную минуту. Более всего нас тормозят в этом мире люди завистливые. Хочешь открыть бизнес? Ой, да там, ты знаешь, это вообще нереально, это то, это. Столько людей пытались. Если бы это было так легко, то мы бы все так делали. Хочешь написать книгу? Есть идея. Да ну, ты не писатель, ты что? Там писатели, знаешь, как там нужен спонсор, там нужно это, то. Какие там, это не твое, ты навряд ли сможешь. Там такие акулы, ты не справишься. Хочешь похудеть? Зачем тебе это надо? Ты и так красавица. Зачем тебе лишний вот это? Хочешь поменять работу? Ой, ты знаешь, кризис, смотри, потеряешь и ту работу, и эту работу, и обратно не примут. Зачем тебе сейчас вот эти перемены? Лучше переждать. Хочешь полюбить кого-нибудь, встречаться? Зачем тебе это надо? Может, он очередной подонок окажется, опять причинит тебе боль. Лучше не рискуй. И вот каждый раз вы замечаете, что человек как бы из добрых побуждений, из любви к вам бесконечной, да, вас все время тормозит и тянет обратно. Почему это происходит? Потому что в тот момент, когда вы несчастные, плаксивые, бедные, толстые и прочие, очень удобно держать вас рядом и все время вас жалеть. Жалеть, понимая внутри вот этот вот зверь завистливый говорит: куда ты собралась? Подняться на вершину, еще чего? Ты кто такая, чтобы добиться большего, чем я? Я этого не допущу. Да, может быть, этот человек сам себе не признается, что завидует, ненавидит. Если вы такому человеку скажете, что он завистливый, то он 1000 аргументов приведет, что на самом деле он просто за вас переживает, что ему вас просто жалко, что он не хочет вас пустить в этот мир волков и акул, и пытается вас уберечь, да как вы посмели, да я как брат, я как друг, я как сестра была, в общем, обидеться смертельно. А на самом деле вы понимаете, что человеку очень неприятен ваш успех.
очень неприятно. Есть моменты, когда подруги разрушали семью своей другой подруги, поскольку она не замужем, у нее не получается семейная жизнь. Может быть, вина в ней, может, она очень любит под каждого мужика, извиняюсь за выражение, да, но при всем этом она считает, что у подруги есть жизнь семейная, она может настроить ее против мужа. Есть очень ведомые глупые женщины, которые любят слушать подруг. И очень легко их настроить. И очень часто бывали такие случаи, когда одна подруга, настроив против мужа, значит, добивалась развода своей подруги, после сама выходила замуж за этого мужика. И та, которая считала свою подругу сестрой, близкой и так далее, была смертельно обижена до конца жизни, не могла просить, как такое возможно. Это возможно, потому что человек завистливый завидует всему. Любое малейшее движение в сторону успеха с вашей стороны вызывает у них ужасающую внутреннюю боль и дискомфорт. Это психологическая болезнь, это психическая болезнь, понимаете? Это психика. Человек готов вплоть убить, до убийства он может дойти. Очень много было от зависти сделано таких страшных вещей. Я много читала, когда была «Криминальная хроника», по-моему, как не помню, «Криминальная Россия», вот газета. Перестала читать, потому что столько там всего этого. Когда подруга поехала в Америку там выступать, в общем, у нее голос и прочее, она вот по сети распространила, что она террористка, что она пытается, хочет самолет взорвать, и эту бедную там обшмонали, спустили, держали 2 месяца, пока всю подноготную не узнали. После, значит, пришли в суд, и эта подруга не могла поверить своим ушам, потому что это были очень близкие отношения, и она не могла просто допустить мысли. Мы никогда не думаем на таких людей, что они нам завидуют. Мы говорим: да вы что? Да она со мной ездила туда, она меня успокаивала, она была со мной рядом. А потому что им приятно наслаждаться вашей болью и страданиями, понимаете? Вот она идет, едет с тобой к прокурору жаловаться на мужа, едет сюда, она готова на все, она с большой готовностью, с очень таким энтузиазмом с вами ездит везде, добивается, пытается вам помочь и прочее, прочее. И показывает такую жертвенную дружбу. И никогда в жизни вы не подумаете, что этому человеку приятно ехать с вами, всю дорогу с вами говорить, утешать и кайф ловить от того, что вы плачете, что у вас слезы. И внутри думать: вот так вот, сука, и страдай. У тебя есть муж, а у меня нету, и у тебя не будет. Вот, собственно, и все. Понимаете? И когда человек достигает успеха вопреки всему, а окружение нас всегда тянет обратно, тащит назад, да, когда человек достигает успеха вопреки всему, люди, которые вчера были как братья и сестры, близкие, друзья, хорошие и так далее и прочее, для начала начинают охладевать к вам, потом начинают думать, какую бы выгоду с вас поиметь. Ну, раз уж ты вырвалась, все-таки поднялась, смогла подняться, ладно уж, хрен с тобой. Как говорят, с паршивой овцы хоть шерсти клок, да? Давай нам помогай. Денег давай, тут помогай, там помогай. Они, собственно говоря, садятся тебе на шею, можно сказать. Потом происходит следующее, когда вдруг ты уже не можешь помочь, перестаешь, начинает напоминание. Вот, я была с тобой рядом, когда тебе было тяжело, а теперь ты поднялась, уже нас за людей не считаешь и прочее. Значит, следующий этап – это обида смертельная, тебя удаляют, с тобой не говорят, не отвечают и начинают ползти сплетни. Все, что о вас знали, всю подноготную, значит, раздают всему миру. Следующий шаг – начинается вражда. Могут создать от твоего имени какие-то профили, значит, лить грязь. Или просто лить грязь от разных профилей, якобы, чтобы вы не поняли, что это они, да. Могут поганить ваше имя, могут про вас сочинять небылицы. Эти люди, как шакалы, они будут искать любое движение против вас, чтобы присоединиться и сказать: а, я ее знаю, 4-5 лет назад мы с ней были подруги, я вот это сделала, я так ее жалела, там жалела, тут жалела. И вот теперь она, эта сука, поднялась, и теперь меня вот ни за что не считает, а я вот сейчас как скажу, кто она была, и откуда она вылезла, и прочее. И начинается, значит, вот это вот сказка за сказкой о темном царстве. На самом деле
Вот во всех этих добрых поступках я всегда говорила, да, что в доброте тоже есть элемент зла. Не нужно во всем искать доброту. То, что вас утешает, гладит по головке, это не говорит о том, что человек вас очень любит, обожает, уважает. Это чаще всего говорит о зависти, потому что человек, который вас любит, который вас уважает, хочет видеть вас успешным, наоборот, вас поставит на место, успокоит, твердо поставит на место и скажет: иди, ты сможешь, ты добьешься. Я в тебя верю. Когда человек тебя тянет обратно, в человеке есть зависть к тебе. Всегда, когда начинают... Уважаемые люди, бизнес, значит, строили не боги, правда? Такие же люди. Любой миллиардер в этом мире, любой мультимиллиардер и такой известный человек 3-4 раза терпел крах, лишался всего, спал на полу, потом снова поднимался. Вам кто сказал, что все сразу получали, вот как пошло и поехало? Нет. Но они были обычные люди, как мы с вами. Просто у них была мечта, они верили в себя. Они верили, что у них может быть Porsche Cayenne, что у них может быть яхта и прочее, прочее. Они мечтали об этом, когда лежали на жестком диване в общежитии. И через лет 15-20 у них это все есть. Потому что они себе позволили мечтать. Кроме того, они вырвались из окружения тех людей, которые их все время тянули обратно, тащили, понимаете? Вот это как паутина. Вот человек решил бросить пить, а сестра наливает. Приходит к сестре, начинаются скандалы с женой, да, дома. Она звонит из заловки, там: зачем ты сделала? Он мой брат, я не могла отказать. На самом деле очень хорошо могла она и отказать, и не наливать. Но она это, знаете, почему сделала? Потому что почему это... Вот такая-то должна быть счастливой. Кто она такая? Пусть идет дерет, пусть идет набьет ей морду. Я так хочу. И она же знает прекрасно, что если он напьется, значит будет скандал, да? Зависть внутри, зависть к снохе. То, что сноха любит мужа, то есть брата ее или брат ее любит, то есть, ну, как-то помешать надо. Кроме того, это рабская зависимость от сестры, потому что все время будет ходить туда, потому что там наливают, там будет раскрывать душу, будет отдавать деньги, подарки носить. То есть это такое подчинение, значит, принятие в рабство своего собственного брата, поскольку ты знаешь, что эта привычка, он очень сильно, значит, властвует над этим человеком, ты, пользуясь этой привычкой, тащишь его к себе, ты полностью берешь контроль над ним, да. Зависть, чтобы семья не была счастливой. Почему она должна быть счастливой? Пусть напьется, идет, побьет ее. Я так хочу, мне так нравится. Приятно так. Мы любим хлеба и зрелищ, да, мы любим, когда скандал на улице. Давайте греха не таить. Все мы выскакиваем с окон, смотрим, когда внизу мордобой, милиция приехала, еще кого-то тащит, кто-то там пьяный там выступает, мы ха-ха, хихи, развеселили нас, да. Скучный день прошел удачно. Точно так же в любом человеке вот это желание, чтобы у кого-то, ну не в любом человеке, чтобы было плохо, я имею в виду, что большинство людей ждут, чтобы рядом, как говорят, у соседа дача сгорела, да, пускай, я так хочу, и все тут. Очень много людей ко мне обращались и обращаются до сих пор, чтобы навести порчу на соседей. На там. Вы знаете, очень часто причин нету там. Как ни страшно звучит, но когда есть причина, за что ненавидеть, бояться ненавидеть, бояться трогать. А когда нету причины, из вот малейшей причины могут ненавидеть. В Англии одна гувернантка отравила всю семью. И когда ее поймали, в общем, доказали этот факт, спросили, почему она это сделала. Потому что они много лет ей помогали, все там давали и прочее, прочее. Она сказала, что она ненавидела, завидовала их семье, вот, ненавидела и захотела, то есть попортить им кровь, но не получилось. Она писала письма, как будто якобы какая-то мифическая любовница, но муж с женой не поссорились, посчитали это козни злопыхателей и завистников. И какой-то момент, когда она принесла хозяевам, значит, корзину с яблоками, хозяин не разрешил ей взять оттуда яблоко, поскольку они были предназначены только для детей. И вот эта ненависть, зависть к этой семье счастливой настолько не давала ей покоя, что, несмотря на всю эту любовь и окружение, и сочувствие, и понимание, которое ей дали, да, эта семья, она решила уничтожить эту семью. Она убила эту семью практически. Ну, не практически, она убила их. Вот, без причины. Зависть, она не имеет причины. Зависть, она просто внутри человека. Это психическая болезнь. Человек может от зависти пытаться вам сделать зло, навредить. Человек может от зависти пытаться вас переплюнуть в чем-то и
самой погрянуть в более такие дебри, больше опозориться, да, от этого еще злее стать и начинать дальше идти. Потому что человек счастливый, самодостаточный, человек, у которого внутренне богатый мир, он всегда хочет, чтобы рядом с ним были счастливые люди. Он вдохновляет, он всегда говорит: слушай, и болезнь можно преодолеть, и трудности, и бедности. Ты все можешь, ты можешь идти вперед, ты и похудеть можешь. Ты можешь стиль поменять, и макияж, и мужчину найти, и ты можешь быть счастливой. А человек, который внутри не хочет, наслаждается вот этим несчастьем другого человека, да, он всегда будет тянуть вас обратно, всегда будет говорить, что вы мелкое существо, что вам ничего делать не надо, все равно у тебя ничего не получится, не надо, не рискуй, не живи, сиди себе спокойно, дай мне только подняться, а ты сам сиди, потому что ты не можешь быть выше меня, понимаете? И мы поддаемся этому всему. И я вам еще раз говорю, что чаще всего любители жалеть всех и вся под видом благочестия, ходит свекровь, приходит домой, да, к, скажем, молодым, и начинает, значит, чесать. Вот это не там лежит, это не то делается. Она из-под тишка настраивает своего сына против жены. Хотя говорит, что приходит с подарками, с деньгами. Так лучше бы она вообще не являлась там. Они бы жили счастливо, чем приходила и начинала делать замечания. Можно подумать, что когда она вышла замуж, она все знала прекрасно, где что лежит, как надо. Она точно так же обучалась, точно так же набиралась опыта, как женщина, правильно? Но она будет тыкать, чтобы он сравнил маму с женой, и всегда жена будет в проигрыше, потому что жена неопытная, жена глупая, молодая, а мама уже с опытом женщины. Да? Зависть к невестке, ненависть к ней, ревность к ней, это все в одну кучу соединяется в понятии зависть. Понимаете? Дорогие люди, если внутри вас хоть капля есть этой психической болезни, избавьтесь. Она вас убьет, она не даст вам подняться. Поверьте мне, я считаю себя счастливым человеком, потому что всю свою жизнь я говорила людям: вы можете, те, которые поднимаются, не боги. Когда я приезжала в Москву, у меня вся семья говорила: куда ты едешь, никого у тебя нет, ничего нет. Я приехала в Москву, меня окружали одни враги. Понимаете, вот как ни странно звучит, я не делала им зла. Вот как раз люди, которым я помогала, оплачивала их коммунальные услуги, давала им постоянно деньги, прочее, прочее. Когда я перестала это делать, говоря, что я больше не могу вас тащить на себя, ну простите меня, ну идите, пожалуйста, сами работайте. Я стала самой плохой на свете, да, и началось вот это мракобесие. То есть, но, несмотря ни на что, у меня было стремление, если я вижу, что человек лучше меня и впереди меня, я не завидую ему, я хочу тоже добиться, достичь определенных высот и тоже быть на высоте, тоже это другое. А уважать нужно вот талант другого человека. Чтобы уважать талант, чтобы уважать высоту, чтобы уважать статус другого человека, надо самому таким быть. Потому что если человек продаст свой дом, чтобы спасти соседского ребенка, кто-то его назовет дураком, а кто-то скажет, что он благородный. Так вот, тот, который назовет дураком, он бы такого в жизни не сделал, он бы ничего не продал. А тот, который назовет благородным, он бы продал тоже. Каждый человек через призму своего сознания оценивает поступки другого человека. Согласны со мной? Избавьтесь от зависти, она не нужна. Нельсон Мандела говорил: зависть – это как яд. Когда ты пьешь этот яд, но надеешься, что твой враг сдохнет. То есть ты сам себя отравляешь. Люди дорогие, все мысли даны тому человеку, которому завидуют. День и ночь обсуждают. Вся энергия твоя уходит тому человеку, которому ты завидуешь. Этот человек цветет и поднимается. Через много лет ты понимаешь, что твоя зависть, ненависть, твоя клевета, твои потуги, твои вот эти все из-под тишка сделанные подлости не дают результата никакого. Еще хлеще становится. Многие завистливые люди умирали от этого. Они умирали рано. У них были сердечные приступы, у них были инсульты, инфаркты, все что угодно. Зависть убивает людей. Вы видели, как родственники дерутся из-за дома, как родственники начинают ненавидеть друг друга, потому что у того сын там поднялся, у этого того. На самом деле, самая страшная болезнь человечества – это зависть. Говорят, самый страшный зверь – это жаба, да, она очень многих попередушила. Вот то же самое.
Не завидуйте. Если вы видите, что у кого-то богатая жизнь, во-первых, вы не знаете, чем это добито, вы не знаете, что этот человек отдал взамен на это богатство, имущество. Да? Может быть, он улыбается вам, а зайдет в свою комнату, закроется и повесится, потому что у него нет смысла в жизни и желания жить, и у него столько боли, такая обгаженная душа, что никакими бриллиантами не скроешь. А может быть, человек в 4 стенах, в своей маленькой избушке, с кучей детей, со своей толстенькой женой, счастлив до просто космических масштабов. Понимаете, счастье не нужно измерять имуществом там и прочим. Но в то же самое время, если ты хочешь достичь этого, достигай. Окружай себя людьми, которые в тебя верят. Верят, вот как прайд львов, понимаете, один поймал, другой помог. Прайд львов, а не шакалов, которые тебя тащат обратно, которые питаются падалем, которые говорят тебе: давай там про него напишем то-то и это. Будь уверен, если тебя сподвергли написать о ком-то гадость и ложь, они и на тебя напишут. Когда-нибудь, когда тот объект закончится, они его сожрали, да, пытаются сожрать или не смогли сожрать. Они уже между собой начинают драться. Вы замечали такие компании? Они кого-то пытаются скинуть, не получается. Потом между собой начинают драться и кусаться, да, как пауки в банке, потому что им нужен объект для зависти. Это их психическая болезнь, она не находит выхода. Им нужен объект, чтобы на нем просто вот это все прессовать, чтобы как лярвы, знаете, высасывать энергию человека. И когда вы подаете хоть малейшие признаки внимания в сторону таких людей, они вас будут жрать и жрать. Самое страшное для них — это когда вы отсекаете, когда вы игнорируете их вот эти все потуги. Выкиньте зависть изнутри, не считайте чужие деньги, не считайте чужой успех, не говорите: вон у того есть, а у этого нет, вот та вышла замуж, а мне не... Она не у тебя отобрала, это ее судьба, ей дали. Подумай, почему тебе не дают, да? Посмотри на свое окружение. Все тебя жалеют, все тебя пытаются. Не надо. Это самое губительное. Жалость убивает человека. Ты тоже можешь всего добиться. Люди с трепанацией черепа вставали, извините, становились голливудскими звездами. Люди после самых страшных катастроф становились там мировыми знаменитостями. Люди, которым в детстве приписали синдром Дауна, как Эйнштейну, стал мировым просто человеком. Кто не поверит, что Эйнштейн был умственно отсталым. Поверь в себя и окружай себя людьми, которые не пытаются тебя пожалеть, закрыть собой и никуда не пускать, а людьми, которые тебе говорят: иди и добивайся, ты сможешь. И нечего ныть, и нечего хныкать. Все нормально. Те, которые достигли чего-то, они были такие же люди, как ты. Это люди независтливые. Они радуются твоему успеху. Знаете почему? Потому что они внутри самодостаточные. Они богатые внутренним миром люди. Даже если у них там 4 стены и крыша, и больше ничего нет, в любом случае у них нет зависти. Самый счастливый человек на этом свете — это тот человек, у которого нет зависти. Это человек, который может за других порадоваться. Поймите, люди, когда рядом с вами, в окружении с вами счастливые люди, вы тоже можете быть счастливым. Не нужно ненавидеть, завидовать того, который чего-то добился, а ты не добилась. Не нужно этого делать. Каждый свою цену платит за то, что достигает каких-то высот, да? Это ужасающая вещь, зависть. Она убивает самого завистника, но ничего не делает с тем, которому он завидует. Наоборот, его постоянные мысли. Вы же знаете, визуализация существует. Когда мы все время что-то представляем, да, это сбывается. Если вы все время представляете, что у того еще одна дача может появиться, что у того еще один бриллиант появится, вы все время это представляете, это и получается в его жизни. Но не в вашей жизни, потому что вы заняты его жизнью. Вы живете жизнью того человека, а про свою жизнь забыли. Всегда говорят: наш праздник жизни портят те, у которых своего праздника нет. Знаете, да, это? Вот. Исходя из всего этого, я вам еще раз говорю, что зависть – это психическая болезнь. И это говорят ученые, врачи, профессора. Зависть – это психическая. Когда человек разговаривает завистливо, он губы жует, он пальцы впивается, и у него прям ногти вот в руки, да? У него агрессивный оскал. И вы понимаете, что когда о чем-то говорят о человеке, объекте своей зависти, ненависти,
представляет якобы, что да кто она такая или кто он такой, ничего для меня не значит, и плевал, я не обращаю внимания, на самом деле, разговаривая в этот момент, жуют губу и вот так прижимают пальцы от злости. Это не говорит о том, что тот человек тебе безразличен, это как раз говорит о том, что ты настолько завидуешь, что просто страдаешь физически, желая всей душой и сердцем погибели этого человека ради того, чтобы вот этот демон зависти, который внутри тебя, успокоился. И всегда поэтому легче завистливому человеку жалеть нас, приголубить, дать там лишнюю, там не знаю чего, чем нас толкнуть вперед. Иди, достигай. Ты умный человек, я тебя уважаю за ум, ты имеешь там свои навыки, ты талантлив. Понимаете, завистливый человек в жизни никому не скажет, что тот талантлив, или у того вот интересная вещь. Он всегда будет окружать себя, и себя величать. Я-то такой-то. Все остальные черви, все ничтожества, все недалекие, все нищие существа. Это лексикон завистливого человека. И стоит такому человеку наступить на хвост, он завоет, он сразу бежит и отстаивает свои права, он сразу думает о своих правах, вот, его оскорбили, обидели. Но когда он задевает за больное, когда он делает больно, он не считает, что это преступление, он не считает, что это аморально, понимаете? Он считает, что это нормальная вещь, ты это заслуживаешь, тебе это говорить можно, а ему говорить нельзя, потому что он особенный. Выкиньте из своей души понятие зависть. Зависть губит человека. Зависть делает человека рабом того, кого он ненавидит, завидует и день и ночь следит за ним, пытаясь как-то обскочить. Обскочить нужно самого себя. Как сказал Александр Македонский, да, самый великий завоеватель – это тот, который смог подчинить свои страсти себе. Вот если ты подчинишь свои страсти, желания, страхи и прочее, и в то же самое время туда входит и зависть самому себе, вот тогда ты можешь и обскочить любого человека. А пока ты занят тем, что следишь за жизнью объекта своей зависти, у тебя ничего не будет. Этот объект будет подниматься, а ты будешь спускаться, и в конце концов сам себя уничтожишь. Вот и все. Примите это как за совет, потому что это поможет вам идти вперед. Всего доброго.